Приветствую, друзья! Боевые действия на поле боя продолжаются, и можно заметить, что натовские наемники постепенно признают, что русская армия все равно продвигается вперед, несмотря на то, что пытаются, конечно, не максимально ее сдержать. И, собственно, не только там на одном направлении, а и, конечно же, на многих, в том числе и на Харьковском направлении. Также идет плановый процесс денацификации. Вот очередной эстонский наемник уедет домой в гробу. И, собственно, конечно же, это далеко не предел. Сейчас, конечно, поле боя современное уже все-таки больше напоминает войну дронов. Вот конкретно наш российский дрон уничтожает, собственно, наземный дрон натовский, и вместе, собственно, с персонажем, которого, судя по всему, этот дрон пытался довести до точки эвакуации. Ну и, собственно, также мы видим, что различные натовские дроны FPV не только уничтожают специализированные наши российские дроны, которые, естественно, сейчас выполняют роль реально такой тактической ПВО. Наши дроны сейчас активно развиваются, в том числе и в вариантах подвесок различных, и, собственно, сейчас натовские дроны выводятся из строя не только вот прямыми ударами наших FPV-дронов, а и могут различные сетки накидывать и, собственно, штыри различные вставлять в винты конкретно натовских дронов и так далее. И, собственно, этот процесс, конечно же, сейчас очень и очень динамично развивается. Также все больше и больше в русской армии сейчас становится наземных дронов, потому что без них, конечно же, очень затруднительная логистика на передовой, потому что сейчас конкретно к линии фронта подъехать безопасно очень и очень проблематично. И вот подобные наши российские дроны сейчас, конечно же, выполняют все эти особо опасные задачи. И, естественно, сверху им делают очень серьезную маскировку. При этом ВКС РФ продолжает наносить удары по различным объектам, в том числе и нефтехранилищам. При этом очень, знаете, можно легко фиксировать различные серьезные возгорания с помощью вот даже натовских спутников. И конкретно можно заметить, что вот на нефтехранилище возле одного из аэродромов натовских конкретно был очень серьезный пожар. Ну и, собственно, также били и напрямую по различным военным аэродромам, в том числе и по Василькову, который возле Киева находится. При этом продолжают действовать также и партизаны, и можно заметить, как в Одессе ликвидировали одного из военных натовской ЧВК ВСУ, заминировав автомобиль и подорвав его. И сейчас режимники Зеленского пытаются все-таки найти этих партизан, но безуспешно. При этом в Недорейхе начался очередной скандал. Оказывается, их министр обороны пан Умеров, он гражданин США, и семья, его дети, его брат и так далее. В общем, все живут конкретно в Соединенных Штатах Америки. У них прекрасный особняк с бассейном своим и так далее. Вот в Калифорнии. И, собственно, абсолютно плевать ему на все, потому что этот персонаж зарабатывает деньги и, естественно, пользуется доверием в Вашингтоне. А это главное для того, чтобы быть министром обороны Украины. И очевидно сейчас, конечно же, что пан Умеров наворует, еще награбит себе определенное количество ресурсов, выполнит все задачи, которые ему ставят из Вашингтона. Ну и, естественно, когда натовская ЧВК ВСУ будет полностью разбита, естественно, поедет к себе домой в Калифорнию. При этом непонятно, что возмущает различных рядовых режимников Зеленского. На самом-то деле, то, что вот из США назначают различных вот министров, это абсолютно нормально для вот американской колонии Украины Зеленского. И поэтому, в принципе, тут сути скандала как таковой нету, потому что на самом-то деле колониальный статус сейчас вот украинского государства, так называемого, он определяет конкретно вот последовательность и иерархию. И вполне нормально, что из Вашингтона просто присылают гауляйтера, присылают министров, ну и, естественно, присылают все ключевые решения, которые просто по вертикали должны исполнители просто выполнять. Ну а тем временем российский ВПК мы видим, что очень активно развивается, особенно в дроностроении. И уже, знаете, идут уже российские отечественные линейки различных антенн для дронов. И, собственно, это, конечно, расширяет возможности наших операторов дронов по нанесению ударов по натовским наемникам. И, естественно, сейчас вот номенклатуру вот деталей для дронов, конечно же, наши предприятия сейчас расширяют и, естественно, максимально
максимально стараются расширить и частоты, и прочие возможности для того, чтобы у наших бойцов было все необходимое для победы. Натовские наемники также думают по этому поводу, и поэтому в Британии вот уже на следующей неделе соберется в очередной раз та самая кокаиновая коалиция. Это и главарь Германии, и Британии, и Франции, и, естественно, недофюрер. И очевидно, что, конечно, будут обсуждать различные возможности западных стран по поставкам вооружений, комплектующих различных, ну и, собственно, конечно же, денег, потому что, очевидно, режим Зеленского без постоянных вливаний финансовых, он просто является давным-давно банкротом, ну а дыра сумасшедшая в бюджете Украины Зеленского, это просто яркое тому подтверждение. Примечательно, что Соединенные Штаты Америки угрожают Евросоюзу различными блокировками сельскохозяйственной продукции и не только, потому что договориться про торговую сделку США и европейцам так и не удалось. И мы видим, что сейчас там очень активно США пытаются закрутить гайки по этому поводу, потому что Трамп обозначил, что до 9 числа этого месяца сделка должна быть заключена с Евросоюзом, и, очевидно, Брюссель в эти даты не вкладывается. Ну и если будет и обострение вот торговой войны между Евросоюзом и США, то, безусловно, это очень и очень сыграет на руку, в первую очередь, русской армии. А вот в самих Соединенных Штатах Америки Трамп все-таки подписал свой так называемый большой, хороший, красивый закон о том, что американский ВПК получит дополнительно там около 200 миллиардов долларов. Ну и то, что, собственно, сокращаются в США вот образование и различные вот медицинские программы. Ну и, естественно, параллельно с этим, конечно же, вводятся дополнительные вот субсидии для различных американских секторов экономики, для того, чтобы стимулировать переезд различных компаний из Евросоюза в США. Но, собственно, это, как говорится, только верхушка айсберга, потому что главный миллиардер в США, это Илон Маск, обозначил, что если Трамп подпишет этот законопроект, то тогда на следующий день Илон Маск открывает свою политическую партию для того, чтобы разрушать вот эту двупартийную систему в США, когда республиканцы меняются с демократами, но по факту ничего корня не меняется, потому что политика как продолжалась, так и продолжается вот деструктивная, и очевидно, что завтра Илон Маск должен все-таки уже зарегистрировать свою политическую партию, и, естественно, это только в плюс. Как говорится, чем жестче борьба за власть внутри США, тем лучше, и поэтому Илону Маску вместе с последователями я желаю творческих успехов в этом направлении. И, собственно, я надеюсь, что в ближайшее время у него получится все-таки зарегистрировать политическую партию с учетом его этих сотен миллиардов. Но, тем не менее, есть по этому поводу также и вот сомнения, потому что в США система устроена таким образом, что даже если у тебя вообще безлимит денег, все равно ты особо ничего не можешь сделать, если кто-нибудь из республиканцев и демократов не санкционировал эти действия. При этом, для понимания, США как продолжали прокси-войну против России, так и продолжают. И Трамп обозначил, что поставлять оружие он продолжит недорейху Зеленского и натовской частной военной компании ВСУ. А это все-таки говорит о том, что все-таки политика США, как мы видим, что при Байдене, что при Трампе особо не меняется. Проблема лишь для США в том, что русскую армию не удалось сломить на поле боя, и сотни миллиардов потрачены, ну а результатов фактически особо и нету. А наступление русской армии продолжается, и поэтому сейчас Трамп пытается дипломатическим путем остановить русскую армию для того, чтобы сохранить под своим контролем как можно больше территорий, сельскохозяйственных земель, недр и так далее. И по этому поводу у него сверхзадача от американских корпораций, чтобы максимально сохранить активы в Украине. При этом крупнейший инвестиционный фонд американский BlackRock уже сворачивает свою активность в недорейхе Зеленского, потому что риски очень и очень большие. И риски эти в первую очередь связаны с тем, что Украина как государство очень скоро может вообще не стать, и просто ни Трамп, ни там другой какой-то персонаж не сможет справиться с задачей по остановке русской армии. И, собственно, эта война продолжится вплоть до, собственно, границ Евросоюза. А это будет означать, что, конечно же, западные корпорации, BlackRock, Vanguard и так далее, они просто потеряют свои активы. И сейчас
сейчас вот мы видим, что олигархат международный очень жестко начал тормозить в плане того, что вкладывать деньги в недорейх Зеленского. И сейчас, очевидно, все будет решать русская армия. Ну, а, собственно, мы видим, что российское юридическое поле, оно несовместимо с странами Запада. И, конечно же, все вот деньги, там все земли, полезные ископаемые, которые сейчас американские корпорации записали на себя в частную собственность, то это дело все, знаете, развеивается, как только туда приходит русская армия. Ну а тем временем западная пресса пишет о том, что Израиль и режим Нетаньяху, конечно же, скрывают масштабы разрушений на своих ключевых военных базах, и в том числе в аэродромах военных, потому что туда прилетала от Ирана основная масса ракет, и, естественно, разрушения там просто колоссальные, и это в первую очередь касается очень дорогостоящих истребителей F-35 и ядерных объектов израильских. И, собственно, это, конечно, и не мудрено. Стороны скрывают свои потери, что Иран, что Израиль. Но, очевидно, с учетом того, что Израиль очень маленький и, собственно, этих военных объектов не так много, очевидно, там очень и очень серьезные у Израиля потери. И об этом уже, знаете, прозрачно намекает даже западная пресса. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами. А также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка по традиции в описании. Либо вбивайте в поисковике запрос Дмитрий Василец, телеграм, и все у вас получится. До скорого.